Приветствую, друзья! В СССР разрабатывали и производили всевозможную технику для различных сфер народного хозяйства. Некоторые из машин, создаваемых в Союзе, выглядели довольно-таки необычно. Существовали и весьма редкие экземпляры. Многие из вас увидят их впервые в этом ролике. Постараюсь вас удивить. Поехали! Знаменитый ГАЗ-66. За что его любили? Да и сейчас любят. Ответить можно такими словами: сумасшедшая проходимость, надежность и простота конструкции. До сих пор многие гаражные мастера именно на шасси от Шишиги строят самодельные вездеходы. Автомобиль предназначался прежде всего для армии, однако на его основе создавалась и техника гражданского назначения. Вот как, например, этот аппарат, о котором пойдет речь сегодня. Знакомьтесь, универсальный погрузчик УП-66. Эту необычную машину, в отличие от базового грузовика, сложно назвать простой. Конструкцию неплохо так переработали. Только, пожалуй, кабина напоминает нам, что это все-таки ГАЗ-66. Да, кабина была на месте, только вот двигателя под ней не было, вот так. Но обо всем по порядку. В 1967 году Свердловский завод коммунального машиностроения приступил к выпуску оригинального полноприводного погрузчика УП-66, известного также как РС-66. Его приспособили для перегрузки снега, песка и сыпучих материалов. Агрегат этот, честно говоря, меня удивил, когда я его первый раз увидел. Никогда про него не слышал. А вот и картинка, которая случайно попалась мне на глаза. Здесь УП-66 окрашен в красивый желтый цвет. Судя по тому, что это плакат автоэкспорта, погрузчик планировали поставлять за границу. Базировался он на агрегатах серийного ГАЗ-6601, но с измененным расположением мотора V8. Соответственно, поменялась и схема трансмиссии. На машине применялся редкий фрезерный рабочий орган в сварном корпусе с опорными лыжами, который направлял грузы на стрелу с ленточным конвейером, передняя часть которого проходила под полом кабины, а затем поднималась на высоту нескольких метров. То есть, открывая крышку моторного отсека, водитель видел отнюдь не мотор, а бегущий вверх снег. Непривычно, скажем так. Чтобы освободить место для подъемника, двигатель ЗМЗ на 115 лошадиных сил переместили в заднюю часть. Фрезерный питатель, транспортер, узлы привода и гидравлическая система приводились в действие от коробки отбора мощности. Ширина захвата снега составляла 2350 мм. Рабочая скорость движения машины от 0,25 до 2,5 км в час. Производительность 300 метров кубических в час. Высота погрузки до 3,7 метров. Сколько всего было выпущено погрузчиков УП-66, неизвестно. Но их выпуск прекратили в середине 80-х. Скорее всего, таких машин произвели не очень много, так как модель довольно редкая и малоизвестная. Знакомьтесь, экскаватор-дреноукладчик ЭТН-142. Машина редкая и малоизвестная. И в ней без труда угадываются черты ДТ-54, так как он послужил основой для этого необычного агрегата. ЭТН-142, экскаватор траншейный навесной, был предназначен для вырывания траншей под укладку дренажных труб большого диаметра. Все это действие происходило в полях, для скорейшего их осушения после зимы, чтобы техника могла начинать работу с почвой. В индексе 142 первые две цифры указывают глубину отрываемой траншеи в дециметрах, то есть 1,4 метра. Последняя – номер модели. Экскаватор был создан в 1950 году в Киеве на заводе «Красный экскаватор». Производство же было передано на Таллинский экскаваторный завод. Как я уже сказал, базой для ЭТН-142 послужил ДТ-54. Использовалась его кабина, двигатель и трансмиссия. Корпус трактора разрезался поперек и удлинялся на 1270 мм. В ходовую часть вставлялась дополнительная тележка. Другие элементы, включая моторный отсек, также перемещались. Кабина разворачивалась и переставлялась. На ходовую часть монтировались агрегаты экскаватора. Гусеничные тележки для ЭТН-142 были позаимствованы у трактора ДТ-55, так как они шире, и это существенно снижало давление на грунт. Стоит сказать, что это усовершенствованная версия экскаватора ЭТ-141, который тоже основывался на ДТ-54. Он сейчас на ваших экранах. В задней части устанавливался ковш, который мог рыть траншеи до 1,9 метра в глубину и шириной до 0,4 метра. Также там был установлен специальный ленточный конвейер, с помощью которого вырытый грунт поднимался наверх.
Длина экскаватора составляет 11 метров, ширина 2,7 метра и высота 3,2 метра. Весит он 11,4 тонны. Сборка ЭТН-142 продолжалась до 1960 года. За это время было сделано 1287 машин. Сейчас найти такой экскаватор даже в качестве монумента очень сложно, так как все они уже изжили свое или были сданы на металлолом. В плане конструкции ЭТН-142 был крайне несовершенным. Инженеры таллинского завода были вынуждены искать лучшее решение. Возник план создать машину, соответствующую местным условиям, которую можно было бы целиком производить на заводе, кроме мотора. В результате в 1960-м 142 был заменен моделью ЭТН-171, разработанной таллинскими конструкторами. Новый экскаватор уже не основывался на какой-либо базовой машине, а имел оригинальное шасси. Все мы помним такой трактор, как Т-40, производства Липецкого тракторного завода. Но тот, что с кабиной, напоминающей скворечник, и по размерам не намного его превосходящей. В таком виде она продержалась все 34 года выпуска данного трактора. Это такая, как сегодня модно говорить, фишка Т-40. Но это все детали. Самое главное, что это был надежный помощник на селе. Именно таким его и запомнили. Да и сейчас многие продолжают на нем работать. Аппарат был настолько удачным, что на его основе в СССР решили сделать необычную версию с шарнирно-сочлененной рамой. Модель крайне редкая, называется она Т-40АЛ. Ранее я уже рассказывал про не менее знаменитый советский трактор Т-25А. На его базе тоже была построена модификация АЛ, обладающая аналогичной конструкцией. Ссылку на видео с ним я оставлю в описании к этому ролику. Если есть желание, можете посмотреть. Ну а мы вернемся к Т-40АЛ. Передняя его часть представляет собой одноосный моторный модуль с демонтированной передней осью. Он расположен на передней полураме. Кабина защищена силовым каркасом. Сзади находится активный полуприцеп, в котором применены узлы базового трактора. Используется главная передача и дифференциал переднего ведущего моста, конечные передачи и задние большие колеса. Передняя и задняя полурамы соединяются между собой через универсальный шарнир. Он позволяет полурамам поворачиваться как горизонтально, так и поперечно. Для передачи крутящего момента на задние колеса используется вал отбора мощности оригинального трактора с синхронизирующим редуктором. Далее карданный вал и сам мост. На нем используются самоблокирующиеся дифференциалы, срабатывающие при пробуксовке одного из колес. Кроме того, задний мост подключен не постоянно. Он включается лишь при пробуксовке передних колес более 4%. Управление поворотом полуприцепа осуществляется двумя способами. Реверсивным распределителем, рычаг которого выведен в кабину трактора, и гидрообъемным рулевым управлением. Тут все понятно. Стоит насос-дозатор, крутим руль и дело в шляпе. Изгиб рамы для поворота происходит при помощи двух гидроцилиндров. На заднем полуприцепе устанавливается чокерное оборудование, состоящее из сварного щита и лебедки от ЗИЛ-131. При необходимости все это можно демонтировать и разместить здесь другие агрегаты. Кроме чокерного технологического оборудования, можно было установить гидроманипулятор с клещевым захватом, кониковое зажимное устройство, ограждение кабины и прочее. Как по мне, машина получилась довольно любопытная. Обычный Т-40 не годился для таких работ, а вот компактный и маневренный Т-40АЛ с шарнирно-сочлененной рамой для этого дела вполне пригоден. О том, что грузовик ГАЗ-63 в свое время был очень распространен, я думаю, мне не стоит лишний раз говорить. Были на его базе автобусы, пожарные машины, сидельные тягачи и даже молоковозы. В общем, много всего. Но были и совсем уж неожиданные модификации знаменитого полноприводного грузовика. Вот как этот странный аппарат, вид которого у многих вызовет недоумение. Хотя, возможно, у кого-то вызовет и смех. Как вы уже поняли, это землеройная машина. Называется она Э-151. Это именно тот случай, когда действие советских конструкторов рождает в голове вопрос «Зачем?». Сегодня мы постараемся в этом разобраться. В 1952 году был разработан технический проект нового экскаватора. Его главная особенность – применение прогрессивного по тем временам объемного гидравлического привода.
Все движения рабочих органов осуществляются при помощи гидроцилиндров. Это позволило исключить элементы, характерные для механического привода. Удалось повысить эксплуатационное качество, так как отсутствовали быстро изнашивающиеся стальные канаты, фрикционы и прочее. Машина отличалась малыми габаритами и небольшим весом, а за счет применения полноприводного ГАЗ-63 получили высокую маневренность, отличную проходимость и транспортную скорость 50 км в час. Весил агрегат 4900 кг. Что касается рамы автомобиля, то ее укоротили на 0,5 метра. Комплект сменного оборудования С-151 состоял из ковша для земляных работ объемом 0,15 метров кубических и крюка для подъема грузов. Ковш монтировался по схеме как прямой, так и обратной лопаты. Наибольшая высота копания при оснащении прямой лопатой 2 метра. Такой же показатель, но только глубины копания, при работе обратной лопатой. Производительность до 24 метров кубических грунта в час. Грузоподъемность с крановым оборудованием 1 тонна. Показатели скромные, поэтому данный экскаватор изначально был рассчитан на механизацию земляных работ малых объемов в городах и сельской местности. Однако технический совет в НИИ «Стройдормаша» исключил возможность его применения в народном хозяйстве из-за малой производительности. По сравнению с существующими экскаваторами, С-151 посчитали технически отсталой землеройной машиной. Гораздо дешевле и эффективнее оказалось применение в качестве базы для гидравлических экскаваторов колесных тракторов. И именно по этому пути продолжались дальнейшие работы. Вопрос о переходе С-151 в стадию серийного производства уже не стоял. Проект первого гидравлического экскаватора, вдохнувшего жизнь в последующей разработке, был закрыт. И пылилась бы документация в архиве, если бы на машину не обратили внимания военные. Их заинтересовала ее высокая мобильность, которая вполне соответствовала требованиям инженерных войск. Но для начала нужно было оценить на практике ее работоспособность в работе с грунтом. Для этого были проведены всесторонние испытания. Теперь уже военным предстояло решать, быть или не быть экскаватору С-151. Что же показали испытания? Рабочим оборудованием, смонтированным по схеме прямой лопаты, вполне удовлетворительно производилась разработка рыхлого грунта и погрузка последнего в кузов автосамосвала. В более плотных грунтах машина работала неустойчиво. Во время резания грунта вывешивался передний мост и начиналось опрокидывание. Недостаточная устойчивость наблюдалась и при подъеме максимального груза в 1 тонну крюком кранового оборудования, что происходило из-за сравнительно небольшой опорной базы машины при малом собственном весе. Наблюдалось вывешивание и при работе обратной лопатой, но уже не переднего, а заднего моста. Здесь причина не только в малом весе машины, но и в неудачной конструкции самого ковша. Было невозможно достичь проектной глубины копания в 2 метра. Машина не могла отрывать траншеи глубиной более 1,7 метра. Не удалось достичь и проектной продолжительности рабочего цикла в 22 секунды, которая составила фактически 30 секунд, то есть 2 цикла в минуту. Военные оценили работоспособность машины как не соответствующую характеру земляных работ, выполняемых при инженерном обеспечении боя. Было решено не рекомендовать ее для использования на военно-инженерных работах. Низкая производительность и недостаточная устойчивость при работе усугублялась отсутствием выносных опор. Почему машина была их лишена, непонятно. При наличии гидравлики поставить парочку лап, которые принципиально изменили бы положение дел, напрашивается само по себе. Но по какой-то причине от них отказались. Расскажу про необычный дорожный каток из СССР, совершенно не похожий на современные аналоги. Если говорить о данном виде техники, то первое, что приходит на ум, это каток ДУ-50. В советское время это был основной каток, применявшийся на строительстве дорог. Настоящая дорожно-строительная классика. Именно на этом катке в одной из серий мультфильма «Ну погоди» Вол гонялся за зайцем. Уверен, что этот эпизод вы хорошо помните. Однако до появления ДУ-50 на дорогах страны можно было увидеть, как работает каток Д-400. Он не настолько знаменит. Более того, многие о нем или забыли, или вовсе не знают. А аппарат довольно интересный. Его главное отличие от всех других более привычных конструкций прекрасно видно на фотографиях. У него не 2, а 3 вальца, расположенных в ряд. К
К тому же они имеют один размер, в отличие от двухосных дорожных катков, у которых передний валец обычно имеет меньший диаметр. В основе всего лежит рама, в задней части которой находится двигатель, коробка передач и ведущий валец. Кабина оператора находится практически по центру верхней части катка. Правда, кабина ее можно назвать с натяжкой. От непогоды и солнца защищает лишь небольшой навес над головой. Конструктивно D400 вполне привычный для своего времени, но повторяюсь, именно дополнительный валец делает его необычным. А зачем вообще был нужен третий валец? Стоило ли усложнять конструкцию? Дело в том, что трехосная компоновка позволяет получать наиболее ровное покрытие за счет безволнового способа укатки. Если быть точнее, то применение такой машины позволяло более равномерно перераспределять вес катка, делая покрытие более ровным. Масса катка перераспределяется на вальцы в зависимости от того, какие из них соприкасаются с поверхностью уплотняемого покрытия. D400 был унифицирован с двухосной моделью D399. К выпуску трехосника для дорожных работ приступили в 1951 году. Его основное предназначение – окончательная отделка асфальтобетонных покрытий и выравнивание уплотняемого слоя. Весил каток с балластом 15,5 тонн, без балласта 10,8 тонн. Ширина укатываемой полосы 1,3 метра. В 60-е в связи со сменой индексации дорожной техники катку был присвоен индекс DU9, а через 14 лет DU9 сняли с производства. Его место заняла более современная модель DU49, она сейчас на ваших экранах. Впоследствии от трехосных катков отказались. Возможно, новым двухосным машинам удавалось укладывать асфальт не хуже трехосных, и в них больше не было нужды. А может, причина в другом, точно сказать не могу.